Вы когда-нибудь задумывались, что вы знаете о Дании? Копенгаген, Русалочка, может быть Лего или Викинги? Мы, честно говоря, знали об этой стране совсем немного. И именно поэтому мы решили отправиться посмотреть, что может предложить путешественнику эта страна. Для нашего путешествия мы выбрали особенный и незаезженный маршрут. В этом выпуске мы покажем вам самую настоящую пустыню на краю Дании. Место, где в вечной схватке сошлись два моря, древнейший город этой страны, невероятную дружелюбность местных жителей и еще много чего интересного. Прежде чем мы отправимся дальше, не забудьте поддержать нас лайком и подпиской. Итак, у нас была пара дней, и вот как оно было. Дания находится чуть севернее Германии и южнее Норвегии и состоит из полуострова Ютландия протяженностью около 300 километров и из более чем 400 островов, наиболее крупными из которых являются Зеландия, Фюн и Лоланд. Большая часть из этих островов, к слову, не заселены. К тому же, самый большой остров на Земле, Гренландия, также принадлежит Дании. И хотя способов оказаться в Дании очень много, мы выбрали наиболее любимый и идеально подходящий для наших планов – на машине. Упаковав сперва наш багаж, а потом и нас самих, мы отправились в путешествие от нашего дома в Лейпциге. Два интересных факта, которые мы почерпнули в дороге. Первое. Чем ближе мы подъезжали к Дании, тем более изменчивой становилась погода. Вообще погода в Дании – это отдельная история, мы обязательно вернемся к ней чуть позже. А вот второе – это… Туалеты на заправках стоят 1 евро на человека. Дурдом. Дурдом полный. Вообще это должно быть незаконно. Люди имеют право ходить в туалет в любом месте, которое является обустроенным. Примерно за 6 часов мы добрались до границы с Данией. А еще через час доехали до первой нашей запланированной остановки – Фьорденхус. Фьорденхус – это здание, которое стоит прямо на воде и находится посреди фьорда Вайле. Эта постройка является прекрасным примером того, насколько привлекательно и разногранно может выглядеть современная архитектура. И хотя изначально мы застали это чудо архитектуры в сильный дождь, мы все же решили подождать какое-то время в надежде застать это здание во всей его красе. И у нас получилось. Мы провели здесь весь вечер, наслаждаясь закатом над Фьорденхусом, до тех пор, пока уже совсем не стемнело, и нам не нужно было отправляться дальше. Как начинается день в Дании? Ты просыпаешься вот в таком датском домике, находящемся посреди какой-то маленькой деревеньки, полной уюта и умиротворения. Затем ты надеваешь удобную, комфортную для долгого путешествия одежду, зная, что впереди ожидают сотни километров. Потом обязательно наливаешь себе горячего чая и делаешь себе питательный завтрак в дорогу. За завтраком ты набираешься энергии и параллельно продумываешь маршрут на день. Наконец, упаковываешь все свои чемоданы в дорогу и, конечно же, обязательно выгоняешь курицу из дома. Ну да, ничего необычного. Добрый вечер. Здравствуйте. Всего доброго. Ждем вас снова. Было приятно.
Спасибо за подарки. И вот день начался. Кстати, о маршруте. Мы постарались выбрать максимально нетипичный, но при этом сверхаутентичный маршрут. Мы решили охватить как можно больше Дании за короткое время. Суммарно мы проехали около 3000 километров, половину из которых по этой маленькой части Дании, полуострове Ютландия. И мы даже представить не могли, насколько нас удивит эта страна. Но обо всем по порядку. Наш первый полный день в Дании мы решили сперва отправиться к ближайшему от нас большому датскому городу – Орхусу. И хотя переезд от места нашего ночлега до города должен был быть совсем небольшим, мы то и дело делали остановки. И вот почему. Дания известна своим сельским хозяйством и производством высококачественных сельскохозяйственных продуктов, таких как, например, масло, сыр и мясо. К тому же, на всей территории Дании нет ни одной настоящей горы, и потому большая часть страны покрыта полями. В связи с этим здесь разводят просто очень большое количество скота, которым, кстати, можно не только полюбоваться, но и потрогать. Трудно сказать почему, но эти датские поля не оставляли нас равнодушными на протяжении всего нашего небольшого уютного путешествия. И мы то и дело останавливались на обочинах дорог, чтобы только полюбоваться открывающимися видами. Уже подъезжая к Орхусу, мы решили сделать еще одну остановку и посетить сразу две замечательных точки. Первая из них называется Бесконечный мост. Этот оригинальный деревянный круговой мост расположен на пляже Варны. Его окружность составляет 188 метров, а высота меняется в зависимости от приливов и отливов. И так как у моста условно нет ни начала, ни конца, то бродить по нему можно сколько угодно. И не только мост сам по себе прекрасен, но также и пляж, на котором он находится. Такое нельзя пропускать. Мы сидим в очень особенном месте. Это место, оно буквально бесконечное. По нему можно ходить бесконечно. Очень классное место, но очень ветреное. Вот, а вообще нам это место очень понравилось. Оно очень так неожиданно появляется среди парка местного. И ты сразу оказываешься в таком удивительном месте, где красивый берег, красивый сам мост и красивый залив вокруг. Да, залив моря, поэтому здесь очень много ракушек всяких, чаек, вот, гуляющие мамочки, бегающие не мамочки. Очень насыщенная субботняя жизнь у местных жителей. Думаю, что мы сейчас сможем что-нибудь сможем. Снимай, ты, у меня рука затекла. А примерно в 500 метрах от бесконечного моста находится особенный, едва ли не сказочный парк. Неподалеку от Орхуса есть одно удивительное место. Здесь есть открытый парк, где можно просто гулять вместе с оленями. Да. Вот, мы уже в этом парке и пытаемся найти хоть одного оленя. Но они пока все на дорогах. И они пока все прячутся. Мы уже упомянули, что Дания полна животных, с которыми можно взаимодействовать. Так вот, в этом парке можно действительно пообщаться с большими стадами диких оленей. Итак, первые следы оленей найдены. Мы искали, и мы нашли оленей. Пожалуйста, сзади меня находится необыкновенный олень. Он вожак этой стаи, потому что он собирает всех оленят в одно место. Он ходит на них и вот так делает. И они идут.
деньги. Он вообще-то ванну принимает. Попрошайничают, попрошайничают. Вот они такие ручные. Вообще, потрясающе. О, боже. Какие хвостики. Здесь животные живут беззаботно и совсем не боятся людей, и даже охотно дают себя погладить или покормить. Это полная идиллия. Потрогала? Да. И как? Они по ощущениям как такие большие немытые собачки. Да? Да. Жесткие? Жесткие, но мягкие. Ты очень красивый. Вдоволь насладившись общением с прекрасными животными, мы отправились в Орхус. Сам по себе город не слишком большой, хотя является вторым по величине во всей Дании. Тут есть очень типичное для Дании сочетание современной и классической архитектуры, что вместе выглядит действительно привлекательно. Кстати, в Орхусе есть особенный район, являющийся старым центром города – Денгемблбю, или дословно с датского «старый город». На удивление, вход туда только по билетам, так как весь район сегодня представляет собой музей, который по факту является законсервированным средневековым городом. И вот, что там можно посмотреть. И хотя Денгемблбю красив, но, как нам показалось, не стоит таких больших денег за вход, так как в Северной Европе много похожих локаций. Но зато цены на парковки в Орхусе в выходные дни производят очень приятное впечатление. Пожалуйста, платная парковка, цена 0. Очень приятно, скажу. Ну, и еда оказалась не слишком дорогой. Вот это все обошлось 12 евро. Чего стеснялась-то? К сожалению, мы не смогли слишком сильно впитать в себя всю прелесть этого города из-за одной важной особенности Дании, о которой мы уже упоминали, а именно погоды. Как только мы въехали в город, мы то и дело начали попадать под проливные дожди, сменяющиеся буквально каждые 5 минут ясной ветреной погодой. И как мы прочувствовали позже, такая изменчивая погода поджидала нас здесь везде. Но местных такая погода совсем не смущает. Они не только не берут с собой зонтов, но словно даже и не замечают дождей. Уже тоже привыкаем к спонтанному дождю. Вот. Когда он маленький, мы даже уже зонт не достаем. Интересно. Но сейчас уже побольше. Сейчас побольше. Вообще плевать. Вообще, все ходят, у кого даже зонта нет. Вот. Там за 10 минут может 3 раза дождь пройти и остановиться. Очень прикольно, очень интересно. Там светит солнце. Солнце, радуга. Круто. И мы, пытаясь скрыться от непогоды и попрощавшись с Орхусом, решили добраться до самой северной точки Дании. И, двигаясь на север, мы наслаждались меняющимися за окном многочисленными видами. И вот мы на месте. Мыс Гренин. Самая северная точка Дании. Мы находимся буквально на краю Дании. Ну а если совсем точно, то самая северная точка Дании находится здесь, где два мощных течения Балтийского и Северного морей встречаются друг с другом. Помимо этого, для нас это место запомнилось тем, что здесь просто идеальная местность для неторопливых прогулок по пляжу.
Здесь действительно удивительной красоты природа, где даже можно попробовать дико растущую облепиху. А еще это, наверное, была самая ветреная точка из всех, которые мы успели посетить в Дании. Все наши попытки хоть что-то тут рассказать выглядели примерно как-то так. Могу сказать, что ветер страшнейший. Это просто жесть какая-то. Жесть, даже не боись. Просто даже телефон не удержать, ты стоишь и вот так вот. Какой-то ужас. Очень красиво. Море просто невероятного какого-то зеленого такого оттенка, холодного. В общем, мы полетели смотреть вместе с ветром. Похожую погоду я видела в Калининграде когда-то. Вот, но это был январь. Кстати, здесь часто можно встретить греющихся на солнце морских котиков, хотя конкретно в этот день мы их, к сожалению, не застали. Тем не менее, Гренин уникален в своем роде и является одной из точек, которую нельзя пропустить, исследуя полуостров Ютландия. В Дании есть пустыня, пускай не очень большая, но зато невероятно впечатляющая. Находится она неподалеку от города Скаген и получила название «Песчаные дюны Скагена» или на местный манер «Рабьек-Миле». Это самая большая в Северной Европе мигрирующая песчаная дюна. Площадью около 2 квадратных километров и высотой 35-40 метров она перемещается по суше со скоростью 15 метров в год, плавно переползая с западного на восточное побережье. Оказавшись здесь, мы сначала даже не поверили собственным глазам. Согласитесь, наверное, последнее, что ожидаешь увидеть в Дании, это бескрайние песчаные дюны. Само понимание того, что ты гуляешь по пустыне, окруженной лесами, реально поражает. Песка здесь так много, что он местами может словно скала закрывать горизонт. А в ветреную погоду складывается ощущение, что буквально вся эта массивная дюна движется. Просто невероятно. Что-что, но пустыню мы не ожидали увидеть. Реально, это так классно. Это вот та самая пустыня, как ты в детстве смотришь в фильмах. Да. То есть она вся лоснится песком, ты не можешь ничего увидеть, потому что тебя бьет по зрачкам. Вот, обязательно нужно надевать высокие носки. Нам местный житель подошел, сказал: вы даже не надумайтесь идти с голыми ногами, а у меня щиколотки были голыми. Вот, и очень тем самым нам помог, потому что я шла как Шахерезада, вот так вот, и то не спасало. Потому что ветер настолько сильный здесь, что песок, он хлещет, как словно это не песок, а если бы это маленькие стекляшки были, Да, наверное. да, но красота неимоверная, при этом песок, он, когда солнце выходит, он начинает прям отражать, очень классно. Да. И даже на самом деле погода не испортила, она даже подчеркнула, потому что благодаря такой ветреной погоде вот этот песок, он прям стекал. Прекрасно, потрясающе. Прекрасно. Да. Это реально, это какое-то чудо, и последнее, наверное, что мы ожидали увидеть здесь. И фотографии получаются просто бомбические. Да, это еще одно место, которое бесплатно можно посетить и вообще ни в коем случае не разочароваться. Мы счастливы и направляемся дальше уже на юг острова, потому что мы двигаемся от крайней точки Северной Дании. Правильно. Ну вот.
После посещения дюны главное не забыть отряхнуться и высыпать песок из обуви. Мы же, решив, что впечатлений на один день у нас было достаточно, отправились отдохнуть, чтобы на следующий день продолжить с новыми силами. На следующий день мы проснулись в очень уютном и типичном пригородном датском домике. По привычной программе собравшись, мы сделали себе легкий завтрак, параллельно планируя день. Заправились перед долгой дорогой и снова отправились в путь по стране, которая уже запала нам в самое сердце. Полуостров Ютландия очень просторное и не слишком заселенное место, и так как здесь кругом поля со стадами животных, мы решили сделать остановку, чтобы познакомиться с ними поближе. Знакомьтесь, это Свен, Ларс, Тормунд и Йорген. Они обитают здесь на огромной ферме в несколько гектаров, сразу же по соседству с довольно крупным стадом датских коров. В этот день они прошли через все поле, чтобы просто поздороваться и подружиться с нами, а мы, в свою очередь, провели около часа возле этих чудесных животных. У этих коней, кстати, есть еще одна особенность, которая невольно бросается в глаза. По колено в прямом смысле. Но помимо шуток, это утро, конечно, заиграло для нас особыми красками. В Гренине мы посетили самую северную точку Дании, а в этот раз мы решили отправиться на самую западную точку этой страны, через местность, где все дома визуально напоминали нам избушки из-за своих громоздких соломенных крыш. Самая западная точка Дании находится возле маяка под названием Блавенсхук-фьор, или просто Блавенсхук. Это место еще уникально в том смысле, что оно по своей сути представляет собой бесконечный пляж, который тянется аж на 30 километров на север и на 3 километра на юг. И так уж получилось, что почти все наше пребывание в Дании проходило в очень ветреную погоду. Этот пляж не стал исключением. Ветер был настолько сильным, что спирало дыхание. Но мы считаем, что нам повезло, потому что вот так выглядит этот берег в сильный ветер. Песок здесь беспрестанно движется с большой скоростью под действием ветра, из-за чего издалека кажется, что береговая линия полностью отсутствует, и есть только бесконечное море. Мы в диком шоке. Это супер красиво. Мы даже не могли ходить нормально, нас просто сносило, сдувало. Мы сейчас из обуви вытряхнули кучу песка, вот, и просто невероятно. Реально, я такого в своей жизни еще ни разу не видела. Я тоже никогда такого не видел. Просто ты реально не можешь понять, где начинается вода, а где просто с огромной скоростью несется песок. Потому что он несется так быстро, что тебе кажется, что это просто жидкость какая-то. Я бы на месте всяких режиссеров снимала потом фильмы. Возможно, так и делают. Вот, потому что такое ощущение, что люди идут просто по какому-то движущемуся, я не знаю, нечту, по туману какому-то, как будто они в воздухе идут. Просто ужас. Я стою, смотрю, я даже не понимаю, где эта граница. Море, песок. Невероятно. Ветер настолько силен, что когда ты идешь против него, ощущение такое, что ты в какой-то снежной буре находишься. Вместо снега песок тебе в лицо дует. Да, и в глаза. Вот. А еще очень длинный пляж. Он очень длинный, очень красивый. Я думаю, что то, что сейчас такой ветер, это нам повезло с погодой, потому что мы смогли увидеть этот эффект.
Нам точно понравилось. Да. Реально, я вообще, я в таком восторге, я не знаю, очень классно. И все гуляют с собаками. Собакам, видимо, тоже там очень нравится. Думаешь? Класс. Примерно в 40 минутах езды от Блавенсхук мы случайно наткнулись на одну интересную колоссальную инсталляцию. Эти 9-метровые статуи находятся в городе Эсбjerg на западе Дании и изображают 4 человеческие фигуры, сидящих на берегу моря, которые смотрят вдаль. Композиция представляет собой встречу человека и природы, а также встречу цивилизации и моря. Сейчас эта инсталляция стала популярным туристическим объектом и символом города Эсбjerg. А для туристов вроде нас еще одной интересной локацией в путешествии. Возможно, специально ради этой достопримечательности в эту часть Дании ехать не стоит, но ради следующей остановки точно имеет смысл. В завершении нашего маленького уютного путешествия по Ютландии мы просто не могли не посетить самый древний город Дании – Рибе. Рибе считается старейшим сохранившимся городом в Дании, основанным аж в 8 веке. Его богатая история простирается на более чем 1000 лет. По своей сути, Рибе представляет уникальный опыт как город-музей под открытым небом, где туристы могут прогуливаться по улочкам, полным истории и атмосферы. Например, здесь есть старейший отель в Дании – Дагмар. Вот это самый старый отель во всей Дании. Этот отель был построен аж в 1581 году. Также множество средневековых домов в старом городе сохранились в своей изначальной планировке. Город играл важную роль в введении христианства в Скандинавию. Так, в IX веке в Рибе был основан первый датский христианский храм, который, несмотря на многочисленные реставрации и перестройки, по-прежнему стоит прямо в центре старого города. Как и любой древний город, Рибе полон легенд и мифов, что делает его еще более загадочным и привлекательным для посещения. Согласно одной из легенд, в глубинах Рибе спрятан клад из золота. Говорят, что в древние времена местные жители спрятали свое золото в одном из таинственных уголков города, и с тех пор оно осталось нераскрытым. Мы, как ни искали, эти сокровища найти так и не смогли, но, возможно, у вас получится. Мы же нашли здесь в первую очередь уют маленького города, эстетику средневековой архитектуры и старинных улиц, а также ощущение причастности к чему-то историческому. Помимо всего прочего, Рибе полон маленьких кафешек с потрясающими десертами, и, конечно же, мы тоже не стали себе в этом отказывать. Это что-то между мороженым и сливками. Очень вкусно. Очень плотно так и хрустяще. Таким запомнился нам Рибе, город, ставший по стечению обстоятельств последней остановкой на нашем маршруте. И, конечно, совершенно очевидно, что Дания не заканчивается только одной лишь Ютландией. И для того, чтобы охватить все самые замечательные места этой уютной страны, понадобится куда больше времени, чем просто пара дней. Но даже несмотря на это, разве не удивительно то, насколько разнообразной может быть Дания? И совсем не обязательно проводить здесь месяцы, чтобы почувствовать особенности и атмосферу этой части мира.
Так что же мы почерпнули для себя? Наверное, если суммировать весь наш короткий опыт знакомства с Данией, то его можно описать датской концепцией Хьюга, что в переводе можно обозначить как уют, удовольствие от простых моментов и общение с близкими. В этой стране нет спешки, неблагополучия и больших неприятностей. Здесь непредсказуемая погода, красивая архитектура и невероятно живописная природа. Эта страна способна быстро влюбить в себя и еще долго остается в мыслях и в сердце. Это была Дания, какой мы ее увидели. И если эта страна еще не изведана вами, то самое время узнать, какой она откроется вам. Потому что каждое новое путешествие – это уникальный опыт. Ну, пушисто сделай. Ну и так уже, да. Ну что, впереди 7 часов дороги домой. Я надеюсь, вам так же понравилось, как и нам, потому что Дания оставила на нас реально очень приятный такой шлейф воспоминаний, впечатлений. Я думаю, что выпуск получился очень классным, потому что Дания действительно не похожа ни на одну из стран. Нам многие говорили, что Дания — это такая классическая, скандинавская, не очень интересная страна. Это абсолютно не так. Вот. Пейзажи, которых мы никогда еще в своей жизни не видели, это стоит того. У нас не было никаких особых ожиданий от Дании. Мы поехали сюда буквально не глядя. Вот, и просто решили найти хоть что-нибудь интересное, посмотреть, может быть, какой-нибудь красоты, эстетики. И мы нашли, вот, без вранья, гораздо больше, чем мы ожидали увидеть. Да, конечно, 2-3 дней мало, но для 3-дневной, 2-дневной вылазки это просто must-have, реально. Да. На удивление, уезжая отсюда, первая наша мысль была, что мы должны еще вернуться и посмотреть все, что мы не успели посмотреть. Да, это путешествие было реально супер аутентичным, и это то, что нужно провернуть, чтобы почувствовать Данию. И поэтому всего за пару дней можно посмотреть и города, можно посмотреть на все пейзажи. И Дании. потрогать всяких животинок, оленей, коров, лошадок, чужих собак, чужих мужей. Обошлись без этого. Ну все, вырубай. У нас разговор. Поехали!